Привет, мои дорогие! Доброго вам вечера! Как вы поживаете? Напишите, как проходит ваш субботний вечерок. Я, девочки, вчера смотрела такой интересный фильм. Ну, как интересный? Он старый. Вы любите старые фильмы смотреть? Я смотрела... Фильм называется «Ветчина» 92-го года. Там молодая Пенелопа Круз была, и еще какой-то актер, но я его не знаю. Ну, короче, молодая Пенелопа Круз играла 15-летнюю, ну, 17-летнюю девушку. Боже, девочки, смотрела во все глаза этот фильм. «Ветчина, ветчина». Про отношения мужчин и женщин. Вот такие, знаете, первая любовь или там секс тоже интересно. Интересно показано, кто с кем, где чего. Не хочу тут спойлерить, да, если кто-то хочет посмотреть сегодня интересный фильм про любовь, девочки, посмотрите фильм с Пенелопой Круз 1992 года. «Ветчина» называется. В интернете я нашла. Посмотрите, такой вот классный фильм. Конечно, концовка такая в испанском каком-то стиле, да, по нарастающей, но вот эти вот сами какие-то моменты, кто любит такого немножко ретро, кто любит подумать, вот это вообще классный фильм. Он разгружает, разгрузка. Короче, если, девочки, вы, короче, сами уже не знаете про мужчину, вот смотрите, мы сейчас будем гадать на тему, да, его чувства и планы на вас. И если у вас уже где-то кипит мозг, разгрузиться вам поможет фильм «Ветчина». Причем такие там интересное сравнение мужчин со свиньей. Там очень часто свинья мелькает в кадре. Там, конечно, такая загадка, может кому-то не понравится, потому что такой все-таки специфический фильм, но разгружает мозги, на самом деле очень сильно разгружает. Ну что, мои дорогие, давайте посмотрим его чувства и планы на вас, девочки. Сразу погадаем с вами его чувства и планы на вас. Сейчас уже буду делать больше раскладов, сейчас занята, девочки, была, но... настроимся и будем делать. Перед вами зомби-таро. Мы выбрали сейчас с вами зомби-таро. Почему? Потому что это таро больше показывает связь с реальностью, когда человек стоит, грубо говоря, двумя ногами на земле, а земля это тоже определенная стихия. И тут много что идет отталкивание от материального плана. Кстати, в этом фильме «Ветчина» я тоже вот заметила, чтобы там мужик, парень молодой должен был, ну не должен, ему предлагали мотоцикл Ямаха и Мерседес за то, что он там переспит с женщиной в возрасте. Ну, и он соглашался, хотя он любил другую. Ну, короче, давайте вот посмотрим с этого ракурса. Его чувства и планы на вас, мои дорогие. Что думает про вас вами загаданный мужчина? Вы можете себя еще проверять, так как у нас 4 варианта, девочки. Вот даже слева направо, когда карты раскладываются, вот почему делаются расклады на картах, да? То есть есть такие, что в ряд выкладывается, задаются вопросы, а иногда вопросы не задаются, и вопрос должен, как говорится, улетать в космос. Есть кельтские кресты, есть веера такие специальные. То есть когда мы специальных вопросов не задаем, делаем такие расклады схематические, да, как сигил все равно определенный. А когда мы на картам задаем вопросы, то можно выкладывать без какой-то формы. То есть можем слева направо выкладывать. А почему слева направо? Потому что это тоже письмена. Вот, как я говорила, ну, я обновлю все-таки, чтобы вбить в голову, да, у нас сколько в русском языке букв? 33, а в таро 78, да, то есть и мы, получается, с таро переводим с вами на наш язык более такой простой, поэтому тут толкование карт, оно не то, что там где-то субъективное, оно... зависит от языка того, кто на них гадает. Я не скажу, что у меня очень классный язык, да, русский, но я тоже в свое время много книжек читала, что-то умею. Но когда с картами, девочки, это тяжеловато, потому что ты вот как сурдопереводом занимаешься. То есть и человек говорит, и ты одновременно должен переводить на другой язык. И Таро...
Он специфический язык, его трудновато переводить. То есть многое, что тут еще накладывается, когда мы на живых гадаем, когда на мертвых. Скоро, девочки, сделаем расклад на мертвых. Но сегодня сделаем стрим такой, его планы и чувства на вас. Не могу сделать расклад на мертвых в стриме по одной простой причине, потому что мне там иногда надо много молчать, чтобы вот услышать и на паузу нажимать. Так что вот, например, кто зайдет в стрим и услышит тишину, да, тоже не особо приятно. Поэтому гадаем в стримах только на живых людей и на мужчин, мои дорогие. А еще хочу на втором канале сделать стрим, чтобы ответы на вопросы сделать. Но однажды я попыталась, и там столько вопросов было, что я даже не успевала даже ни одного прочитать, потому что они летели просто, девочки. Так что вот такие моменты. Ну что, давайте. Соники и Саида будут тоже. Они и есть, в принципе, да, то есть я от них никуда не ухожу. Но то пишут, то надоели Соники, давайте гадания. Ну, короче, Соники у нас будут, девочки, еще. Первый, второй вариант. Третий вариант, его чувства и план на вас. И четвертый вариант. Выбирайте, котики мои. Выбирайте, мои нежные, красивые девочки с красивыми глазками. С пушистыми хвостиками, с нежными лапочками. Кстати, некрасивых женщин нет, правда, девочки? Ну вот по факту. Есть просто такие наполненные негативом, и они как-то отталкивают и мужчин, и женщин. А есть такие веселенькие, классные, юморные, добрые, да, к которым душа тянется, и уже на внешность особо и не смотришь. Ну что, давайте посмотрим его чувства и планы на вас, девочки. 4 варианта. Это 4 мужчины, 4 мастей. Выбирайте своего. Первый, второй, третий, четвертый вариант. И давайте посмотрим его чувства и планы на вас. Про гороскопы много девочки спрашивают. Я еще подумаю, делать или нет, потому что в прошлый раз я даже до апреля делала знаки зодиака. Не успевала, и как-то, знаете, некрасиво получалось. Некрасиво, что одни знаки сделала в январе, другие в апреле. Ну, короче, посмотрим, девочки. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Его чувства и планы на вас. Ну что, поехали? Так, первый вариант. Его чувства к вам и планы его. Тройка мечей выпала вам. Тут впереди тройка мечей говорит, что у него впереди какая-то стена по отношению к вам. То есть оно еще, девочки, не сбылось и не сбывается. Это на будущее карта, что, возможно, это, скорее всего, на следующей неделе между вами какая-то стена. Либо это ссора будет между вами, да, либо он не ответит вам, когда вы очень сильно будете ждать его, либо, девочки, вот когда ему очень сильно будет хотеться с вами пообщаться, вы как-то, вот знаете, ну, в одно ухо влетело, в другое вылетело, либо у вас телефон будет, не знаю, на подзарядке, когда ему срочно надо вас услышать, да, то есть это идут какие-то всплеск негативных эмоций, раздражения, связанного с какой-то вот стеной между вами возникшей. Это не совсем недопонимание. Это ну, какие-то капризики. Они и с вашей стороны могут быть, и с его стороны. Но это еще возникнет. То есть это карта будущего. То есть будут какие-то капризики. А почему вот в сигнификаторе, да, в первой карте это показало? Давайте посмотрим. Его чувства к вам сейчас. Ничего себе, маг выпал. А кто это, он сам, что ли? Блин, девочки. Ха, нифига себе. Вот этот мужчина, вот которого вы сюда загадали, девочки, он как-то хочет на вас влиять, так как он еще не влиял. Как-то он хочет либо это, смотрите, подмять вас под себя, либо сделать так, чтобы вы как-то ему служили.
Вы знаете, как в старых фильмах про вампиров, да, есть вампиры, а кто-то, и у них есть люди в слугах, которые типа как-то вампиров обслуживают, ходят на деревню, там еще зачем-то, да. И вот этот мужчина, девочки, 18-й старший аркан Луны с магом выпал. И сегодня, 15 января, ну, сегодня тоже немножко такой особый день. И смотрите, а на будущее карта эта выпала, да, что между вами стена вырастет. Это он как-то хочет на вас воздействовать, а ваш организм, как модно сейчас говорить, вырабатывает какие-то антитела по отношению к нему. Причем тут может такой момент быть, что вот если это какой-то ваш новый знакомый, либо вы находитесь в какой-то зависимости, либо вы закрываете на многое глаза, и по факту, может быть, мужчина вам здесь не подходит вообще вот по жизни, да. Мы иногда влюбляемся, думаем, о, классные отношения, классный парень, все остальное. Ну, на это я закрою глаза, на это тоже, ну, может, что-то и получится, да. Но тут получается, что... А вот с этими мужчинами потом идут такие вот расставания не очень приятные, да. Когда как открываются глаза, именно когда ты расстаешься с мужчиной. А вот он использует не совсем, скажем так, благородные методы. Не цветы, девочки, совершенно он использует для того, чтобы вас покорить. Это из-под полы как-то идет. Это какой-то туман, там, где лошадка и ежик, понимаете? И этот туман сделал вот этот ежик. Это что-то не то, что не совсем честное по отношению к вам идет, да, но он хочет вас как-то под себя подмять. А причем как? Ну, если тут эзотерическую тему немножко опустить, да, то это могут быть такие чистейшие манипуляции, но не такого супер продуманного человека, а человека с особенностями психики, да. То есть, скажем так, это может обострение какой-то психической болезни быть, девочки, про которую вы можете не знать. А может, вас эта психическая болезнь могла и привлечь, потому что очень часто психопаты и шизофреники привлекают нас, потому что нам хочется каких-то, знаете, скучный, нудный мужик не всегда может подарить впечатления, какие может шизофреник или психопат подарить. Но согласитесь, если не отрицательное брать, то это могут быть воздушные шары на небо, там все такое, и ты думаешь, боже мой, да, какой он клевый. То есть тут он может выделывать такие дела, которые, в принципе, обычный такой загнобленный жизнью, работой, например, водитель-дальнобойщик, он этого не сделает. А вот этот сделает. Но он как-то, девочки, вот хочет вас, чтобы владеть вами. Но причем владеть вами он хочет именно на каком-то таком, ну, интересном уровне. Это не совсем даже человеческий уровень. Это не просто я хочу дать тебе свою фамилию, скажем так, да. Он хочет, чтобы вы ему служили. Вот чтобы вы ходили на лапках, понимаете? На лапках, как он захочет. Но причем, блин, он магом выпал, девочки. Но ваш организм тут его будет отталкивать. Я вам серьезно говорю. Вот эта стена между вами будет, которая расти, она еще сейчас не растет, но она будет. И вот эта вот стена, имейте в виду, да, то, что вас от него будет отталкивать на следующей неделе. Это именно ваша защитная реакция организма срабатывает. Вот знаете, как не в Ютубе сказано, да, наркотики. То есть как они действуют? Они сначала опьяняют, а потом подсаживают. И потом без этого ты жить не можешь. А когда ты без этого жить не можешь, у тебя уже круги под глазами, зеленый цвет лица, опавшие уши, как листва, да, и зубы выпавшие. И тут вот по этому моменту что-то вот такое идет. Но не с этим связано, не с наркотиками, а вот именно с этим, с его влиянием на вас. И почему-то вот именно ваш организм будет защищаться. Это не то, что там Вселенная сделает так, чтобы вы не встретились или еще что-то. Будет какое-то отторжение, да? То есть так, тихо, стой, внимание, вы как-то напрягетесь. Это может быть связано даже с каким-то стрессом. Это может быть связано с аллергией, к примеру.
да, то есть то, что у вас, в принципе, не особо не, особого такого не было или редко встречалось, обострение какое-то, первый раз, может быть, у вас, девочки, такое, да, что-то, организм будет защищаться от него, но он влечет, этот мужчина, он влечет, он вас притягивает, но он притягивает вас вот этой внутренней какой-то необычностью своей. Но, девочки, не все необычность это и гений. Иногда это на грани что-то такое. А давайте посмотрим его планы на вас. Двойка костей. Какие у него планы? Чем хочет вас здесь пугать, я не могу понять. Он, как, знаете, из угла хочет появиться и испугать вас. Там ха-ха-ха-ха-ха-ха, да, поржать. Ну, какой-то он какой-то не такой сейчас. Ну, как бы это не нормальный такой, адекватный человек. У него какая-то возбужденная психика. Знаете, в тихом омуте черти водятся. Вот это прям про него сейчас. А планы у него на вас связаны, девочки, с почему-то какими-то красивыми вещами. Что-то за красивые вещи какие-то. Планы на вас, связанные с красивыми вещами. Ну, давайте еще глянем, что это такое. Он что, коллекционер, что ли? Какой-то. Так. Что он чувствует к вам сейчас? Испуг. Он как хочет вас испугать. Ну, типа, знаете, вот такой вот испуг, как из-под кустов быстро выглянуть. Что-то такое. Его планы на вас. Завести вас куда-то он хочет. В какое-то новое здание. Не, ну он извращенец, вот этот мужчина, девочки. Знаете, что ему нравится? Во-первых, тут что-то истероидное по-любому у него есть, да? И то есть его возбуждает какое-то такое ваше... Он хочет вас привести в какое-то состояние для того, чтобы возбудиться. Скажем так. И вот так как и вы думаете, это просто погладить по талии, обнять и побуськать? Нет, девочки, он хочет что-то с вами вот так вот сделать, как-то вас так, что-то с вами так сделать, возможно, испугать и возбудиться от этого. Как ни странно, да, или там сделать какую-нибудь падлу, скажем так, да, и он от этого возбудится. Некоторых мужчин возбуждают, когда женщина всплакнула, да, и ему кажется, ой, какая клевая, да, и сейчас я ее. И, девочки, он хочет это и сделать, он хочет вас как-то возбудить, для того, чтобы возбудиться самому. Но вот эти вот методы, они довольно-таки странные, они неадекватные, но это извращенец. Понимаете? Что он хочет с вами сделать? Он хочет заняться с вами интимной близостью, да? Он хочет вас отшпилюили, но при этом испугав, понимаете? А, кстати, вот помните такая... Мэрилин Монро, когда стояла на каком-то вентиляторе, да, и оттуда вот воздух пошел, и юбку ей так задрала, да. А смотрите, сколько мужчин поэтому сходит с ума, да, сходила с ума. Ой, там трусики мы ее увидели, а юбка задралась, да, и это их возбудило. И вот фишка в том, что у этого мужчины такое же, понимаете, по отношению к вам. Он хочет как-то вас взбудоражить, чтобы возбудиться от вашего взбудораженного состояния. И ждите это на следующей неделе. И потому эта тройка мечей, к чему она выпадает, что эта стена вырастает, это ваша защитная реакция тут показывает, понимаете? Я думаю, что это за эмоционально? Это как и вот испугаетесь, подумаете, ну дурак, что ты делаешь, дурак, да? А его это возбудит. Вот что-то такое вас ждет впереди. Поняли, девочки? Вот какие у него планы. Недалекие планы на будущее, да, а планы для того, чтобы вас как-то растормошить. А почему это он так тормошит? Может, ему это надо?
Ну, такой вот любитель БДСМа. Если вы тоже любите БДСМ, вы просто прекрасная пара. Будете друг другу нервы делать. Вот такой вот, мои дорогие, первый вариант. Ну что, давайте посмотрим второй. Второй вариант, девочки, его чувства и планы на вас. Боже мой, девочки, он вот про вас думает. И он про вас думает, что вы сейчас делаете, куда вы ходите, в чем вы одеты. Ходили ли вы на что-то, как будто он знает о каких-то ваших планах, куда вы ходите. И вот он про это реально думает. Вот чем вы занимаетесь, что вы сейчас в данный момент делаете. Ходили ли вы туда или сюда. Обдумывает он, девочки. Он очень приземленно сейчас думает о вас, чем вы там занимаетесь. То есть не то, что у вас в голове его волнует, а волнует, вот, одели ли вы тапочки, спустились вниз, что-то взяли, куда пришли, кто к вам приходил, что вы обсуждали, что вы делали, куда ходили. Вот что его очень сейчас интересует. Возможно, вы еще и виделись. Здесь может выпадать, что это встреча у вас была сегодня, потому что очень ярко он вас видит, как будто, вот знаете, только что видел. Давайте посмотрим еще его чувства и планы на вас. Башня и император. Это про что он думает, интересно? Этот, девочки, мужчина, смотрите, что он собирается, да? Выпали, во-первых, старшие арканы сразу, а потом пошли, как говорится, нижние такие обычные, с чем это связано. Он, девочки, вот этот мужчина хочет, чтобы вы либо у него дома жили, да, либо вот как-то вы вместе с ним жили. Он как-то хочет вас в какое-то завести в здание, в котором вы не хозяйка, но он как хозяин этого здания. Возможно, этот человек задумывается о том, чтобы с вами вместе жить именно. Потому что он как-то думает о том, где вы вот ходите, да, и как это согласуется с тем, что вы будете такие же дела делать, но не над своей территорией, а как-то у него. Либо вот он думает, где лучше, например, снять квартиру, либо он думает, как вас привести к себе домой, будет ли вам это удобно, да. То есть он накладывает сейчас вашу жизнь на свою. И из-за чего он, девочки, это делает? У него хорошее, как бы, намерение к вам идут. Но знаете, я вам скажу, что здесь по этому раскладу вы выпали по отношению к нему королевой мечей, да, что вы ему еще Кузькину мать можете показать. Вот эта женщина, королева мечей, обычно поднимает руку на императора, девочки. То есть по отношению к этому мужчине вам либо уже свойственно, либо будет свойственно, что вам захочется ему, как говорится, вмазать хорошенько, да. Это история про сковородки и скалки на кухне, когда муж приходит поздно домой, да, вот эти вот все прикольные тикток-видео, когда жена встречает мужа опоздавшего, это все про вас. То есть вы над ним какую-то физическую силу имеете, и как-то хочется ее реализовывать в вашу сторону. Подушкой избить. Можно ли избить человека подушкой до обморочного состояния? Вот вы можете это сделать именно с ним. Почему-то так тоже идет. Но он как курица с яйцом, девочки, здесь с вами. То есть он... Тут вот отношения мужские, женские, наверное, самые такие вот лучшие, да. Потому что пара тут такая хорошая. То есть они могут договориться между собой. Если, например, вы здесь загадали какого-нибудь бывшего, его хотите знать, да, его чувства и планы на вас, то это, скорее всего, даже вот он подумывает, как бы вас вернуть.
куда-то. Если это настоящий ваш мужчина, девочки, это очень похоже на супруга, мужа, с человека, с которым вы живете, да. То есть тут даже не важно, замуж вы выходите за него, не выходите. Тут такое нормальное, здоровое, скажем так, сожительство идет, да, с этим мужчиной. Когда мужчина берет власть над своей женщиной во многих сферах, и в то же время она может, как говорится, лягнуть его и не один раз в круп, в зубы. То есть тут еще почему-то идет, что ему вот надо его, как говорится, немного шлепать, девочки. Ну, не сильно так, да, но вы имеете на это право. Почему это так идет? Хозяйка в доме, о которой заботится ваш курочка и петушок. Петушок зернышки находит для курочки, выбирает для нее лучшие места, лучшие травки отдает, а она на яичках сидит. Ну, тут такая, знаете, прикольная семья получается. А давайте еще глянем, девочки, что это он тут. Так, тут с этим мужчиной, скажем так, можно быть королевой, девочки, да. То есть он такой, хоть и императором выпал, но это обслуживающий, как говорится, персонал для женщины. То есть она для него дома будет королева. Его чувства и планы на вас. Яйца подкатывает это по-любому. Из любви, девочки, подкатывает яйца. Тут нету материального какого-то интереса к вам, да. Боязнь поступить как-то неправильно, чтобы вы его нахрен не послали. Очень, очень, кстати, боится этого. И, скорее всего, он однажды уже туда ходил, девочки. И очень так неплохо ходил. На 3 буквы он умеет ходить, он знает туда дорогу. Либо это вы делали, либо другая. Поэтому он как опирается на предыдущий опыт, чтобы такого вдруг не повторилось. Но самое интересное вот с этого расклада, что он накладывает вашу жизнь на какую-то свою территорию. Давайте еще глянем немножко. Так. Его чувства к вам сейчас. Какие у него чувства к вам сейчас? Он боится, что у него что-то не получится по отношению к вам. Немножко он себя ведет... Он еще не понял, как себя с вами вести. Он боится, из-за этого, знаете, либо проглатывает слова, либо не показывает какие-то определенные действия. То есть я бы сказала так, сейчас от него многого не ждите, да, но если, например, вы будете давать указания этому мужчине, что ему сделать, да, то он это для вас будет делать. То есть чем конкретнее вы ему будете говорить, сходи, пожалуйста, в магазин, купи, пожалуйста, мне там витамины, которые... Новопосит купи мне в аптеке, потому что я заснуть не могу, да, и привези мне. То есть, вот, девочки, чем больше ему даешь вот этих заданий простых, да, тем больше вот они ему как-то помогают с вами как-то быть. Вот в чувствах он немножко такой... непонятно, скажем так, да. Но вот, например, в действиях, да, вот его надо вот просто как кота натаскивать, понимаете, как куклачевым побыть, чтобы вот этот кота заставить прыгать через что-то. И он так готов будет служить. И прикол в том, что потом, например, он увидит, что вот он купил вам в аптеке новопосит, привез, и вас это порадовало. И знаете, девочки, тут может до маразма дойти, то, что, например, в следующий раз, например, если вы поссорились или еще что-то, он, ничего не говоря, съездит в аптеку, купит вам новопосит и привезет. И вы будете, ты что, дурак, что ли, говорить, да? А он просто хотел вас порадовать. Вот такое будет у него. То есть он повторяет такие действия, иногда не к месту, но то, что он считает, что вас когда-то однажды что-то порадовало.
Если это бывший, вот вы, например, он как хочет к вам вернуться, да, но вот он не изменится, девочки. Он какой был, такой и останется. И вот эти проблемы, они таки будут. Если это какой-то ваш настоящий сейчас ухажер, кавалер, если это ваш муж, давайте ему прямые указания, как что делать. Да? Сходи в магазин, притяни мне сумки, там то, все, опять. Ну, короче, давайте ему какие-то указания для того, чтобы вас порадовать. Он будет служить, девочки. Вот такой вот второй вариант. Но у него дальние перспективные планы насчет вас есть, да, и это даже вот и радует. То есть мужчина так вот продумывает ваше будущее совместное, кстати. Ну что, давайте посмотрим третий вариант. Его чувства и планы на вас. Его чувства и планы на вас. 14-й старший аркан. Темперанс. Умеренность выпала. Облегчение какое-то у него. Облегчился, девочки. Давайте посмотрим его чувства к вам сейчас. Какая-то мечта у него сбылась. У него что-то сбылось, чего он так долго ждал и к чему он трудно шел. Мечта сбылась, либо какое-то желание, да, которое ему не давалось раньше. Хорошо, к чему это ты тут выпадаешь? Тройка хазардов. К чему? А девочки, слышите, он вообще заслужил вот этого внимания, которое вы ему даете? Потому что как будто, знаете, ему с неба что-то упало. Если он, возможно, вообще не думал, что с вами может что-то, как говорится, получиться, замутиться, да? Он думал, что вы его нахрен пошлете в свое время. Но вы как-то либо вы общаетесь с ним, либо как-то давали ему шанс, даже и бывший, да, то есть вы дали ему шанс уже на себя. И для него это было как-то даже не то, что он даже не мог удивиться по-нормальному, потому что он вообще думал, что как бы ему это особо не светит, да. Он хотел молока, а пришла целая корова, да, в хорошем плане этих слов. То есть, и он даже не знает, а как это, а что это дальше надо делать. Еще надо обязанности на себя какие-то брать, да. Не получилось просто стакан молока. И, например, вы знаете, вы поняли, а нафиг это мне все нужно, да, и вы могли от него уходить. То есть, вот эти вот отношения с этим мужчиной, это приходы и уходы, девочки, ваши. То есть с этим мужчиной вы будете то уходить, то приходить, то уходить, то приходить, да. Он выпадает тут пажом мечей, который вообще не понимает иногда, за что ему это счастье где-то свалилось. И размер этого счастья он в полной мере оценить не может. Тут идет еще такой момент с 14 и 17 старшими арканами, которые здесь выпали, да, как будто он всегда хотел такую, как вы. Или именно вас, девочки, хотел. То есть это могло быть знакомство с вами, да, задолго до того, как вы там с ним что-то начали. Либо его ухаживания за вами трудные были, либо он на вас охотился, да. Трудно вы ему давались. Ему почему-то повезло. Тут карты говорят, что, что ему повезло. Давайте еще глянем. Он, девочки, не умеет держать отношения, вот этот мужчина. Он до определенного... Он не мудрый такой, знаете, воин в любовных отношениях. Он доходит до какого-то определенного предела, а потом вот дуб дубом, да. Вот у нас у женщин, у нас заложено как бы с самого рождения, да. Мы, девочки, растем, играем в куклы, потом...
учимся, потом выходим замуж, а нам надо рожать детей, а мы уже думаем, как мы их воспитывать будем, а там внуки, а кому квартиру, кому там что, какой огородик посадить. Короче, у нас такие вот перспективы дальнейшие есть, да. А вот у этого мужчины по отношению к вам, у него планов таких вот супер далеких, приземленных, у него нету, потому что у него чего-то другого еще нету для того, чтобы эти планы с вами свершать. Что это тут такое? И как-то вы ему болезненно даетесь сами по себе. Болезненно. Для его психики болезненно. Давайте посмотрим. Его чувства и планы на вас. Это, девочки, у него к вам какая-то болезненная привязка, скажем так. Это... Вот знаете, с одной стороны, это можно объяснять как любовь. Но есть любовь, которая создана для счастья, а иногда любовь для страданий каких-то, да. И вот любовь, которую я выстрадала, эту любовь. Так вот, девочки, он, когда ему будет уже пенсионный возраст, он будет сидеть на лавочке и разговаривать с соседями, дедушками, да, он будет про вас говорить: я выстрадал эту любовь, девочки. Он страдает. И вы ему трудно даетесь. У него чего-то нету того, чтобы, например, счастливо с вами существовать. У него чего-то не хватает, и причем такого конкретного. Но он это называет любовью. Но это такая вот, знаете, не созависимость и не любовная зависимость, да, от вас. Он это твердо называет любовью, но это и не привязка, и привязка тоже не то слово. Вот даже если взять, например, он с вами расстался, допустим, да, и вот он встречается с какой-то другой женщиной, и у них там чуть ли уже свадьба, шутки, веселье, смех, да, и вдруг, если вам взбредет в голову ему написать смс-ку, там, я тебя хочу, давай там встретимся, или еще что-то, вот, девочки, он может разрушить собственную жизнь из-за сиюминутного желания с вами воссоединиться, понимаете? Он сам себе, как говорили, рады не даст, понимаете? То есть вы ему можете поколупать мозги. Вот знаете, вот кому легко мстить? Такому типажу мужчин, да? Даже если у вас там не сложилось, да? Но у вас, например, еще не отлегло. Вот вытянуть его из отношений с какой-нибудь другой женщиной, ну вообще очень легко. Там им дегтя набрызгать на двери очень легко, девочки, вообще легко. Потому что у него есть эта привязка к вам, понимаете? Он сам даже не знает, почему он как мотылек на ваш свет летит. Давайте еще посмотрим его чувства и планы на вас. Правосудие. Тут страдания, девочки, сразу вам говорю. Тут вот этот мужчина, вы ему даны для того, чтобы он прорыдался, прострадался, понял, кто он есть на этом свете, какой он мужчина и все остальное. От того, какие у вас были отношения, будет его дальнейшая жизнь и взаимоотношения с женщинами зависеть очень сильно, понимаете? Он не то, что там растопленный, раздавленный там, или еще какой-то. У него больная зависимость какая-то от вас, понимаете? Вы его, это какая-то красная таблетка. И с кем бы он ни был, он с другими может совершенно другим быть, адекватным, либо холодным, бабником или еще кем-то, да. Но вот как только вы взбаламутите его, да, он может сам себе разрушить свою жизнь из-за вас. Но мы не виноваты.
Но говорить тут про будущее, девочки, да, то есть смотрите, если вы думаете, что вы будете обычную с ним такую жизнь вести, жить вот совместно, что ничего такого не будет у вас вы иногда будете его ненавидеть, вытирать об него ноги будете, да, а иногда будете любить, иногда будете орать, ты не мужик, да, иногда пихать его в объятия каких-то других женщин. Ну вот все зависит от вашего темперамента. Чем больше вы темпераментная, да, и вот с какими-то вот голубыми волосами, да, туннелями, ну, или, например, вы такая страстная вампирша, вот его вообще его поносит. Но это будет интересная такая жизнь, да, про которую можно вот романы писать. Но чем вы спокойнее, да, тем спокойнее этот мужчина и будет жить. Но факт в том, что у вас, вы то будете его любить, то ненавидеть, то я это хочу, и я это хочу. Ну, короче, он от вас как-то зависит вообще, его жизнь. То, что будут другие женщины, если хотите знать, девочки, да, будут ли в ее жизни? Будут. А знаете они почему будут? В тот момент, когда вы будете его бросать, вытирать об него ноги, игнорировать, наказывать его, да, ему иногда будет надо восполнять вот это вот что-то. И тут вот может такой вот побегивать он где-то, да, но причем он будет дрожать, чтобы только вы не узнали. Он лучше убьет ту свою любовницу, лишь бы только вы не узнали, что она была. Понимаете? А тут такое. Планы на вас. У него, девочки, нету вот этих вот суперпланов жизненных, да. Он просто ваша тень, скажем так. Какие у тени могут быть планы? Такие, как у вас. Вот такой вот, мои дорогие, третий вариант. Ну что, давайте посмотрим четвертый. Так, четвертый вариант. Его чувства и планы на вас. Его чувства и планы. Темная дорога выпала у вас, девочки. Его чувства к вам. Его чувства к вам. Короче, это в ближайшее время, значит, свидание будет, да? Но я вам скажу, что у него какая-то темная дорожка к вам идет. К верховной жрице, девочки. Давайте еще посмотрим его планы на вас. Мужчина просто очень сильно собрался на свидание с вами, на встречу с вами. Но это все в какой-то, девочке, в 16-м старшем аркане башни происходит, да. То есть, что это такое? Хазардовый, рисковый такой нам выпал королек. А что ты хочешь с ней сделать? Короче, девочки, что? Кто это у нас тут гадают? Девственницы какие-то собрались или кто? Ну, в общем, девочки, что будет с вами делать этот мужчина? Этот мужчина членонамерен с вами встретиться. Он намерен, девочки, пройти с вами через огонь и воду и через ваши медные трубы. Поняли, мои дорогие? Смотрите, что он хочет с вами сделать. Он хочет вами... Если у вас не было первого интима, девочки, он хочет этот интим. Причем он будет относиться к вам как к девственнице. Понимаете? Как будто... Короче, как в первый раз, девочки. Если вы вдруг скажете ему, что у вас были до этого мужчины, да, ждите, что он вам еще это будет вспоминать. Поэтому делаем вид, что у вас это все в первый раз. В первый раз, девочки. Чуть ли не в первый раз интим. Не надо никого вспоминать и все остальное. Тогда лучше все. Он, короче, смотрите, королева кубков с тузом мечей выпала. И это хочет сделать с вами мужчина. Вонзиться, скажем так, дословно, в вас. Добыча. Мужчина вообще кайф получает от того, что они, вот, например, лук и стрелы, да, копья метают, кого-то добывают. Для них что убить дичь, что вонзиться другим мечом в женщину, в принципе, одно и то же. Вот для вашего мужчины тоже. Он готовится к девочке к какому-то бою с вами.
Я вам скажу так, даже если вы ему не дадите, то получите по макушке, да. Вот этот мужчина, он сам не свой, кстати. То есть он, когда идет, вижу цель, не вижу препятствий. То есть если вы будете сопротивляться, да, то он вообще не будет понимать, что это происходит. Ну, короче, он такой добытчик. Но знаете, в чем тут момент такой интересный выпал, да? Он-то выпал таким вот корольком. Ну, рыцарь, но это такой вот больше хазардовый, это к корольку ближе, да? А вы выпали верховной жрицей, а он хочет сделать вас эту королеву кубкой. Ну, короче, вы скоро будете голой, девочки. Он увидит вас голой. Что такое будет? Не может быть, это не прям интим, да, но может быть баня девочки какая-то, бассейн, там, я не знаю что. Но почему он будет голый вас видеть? Но до этого вы выпадаете верховной жрицей, знаете. И получается, когда вы голая, вы, получается, королева кубков. А когда вы одетая, получается, верховная жрица. Что на вас есть такого, да, что несет в себе вот этот заряд верховной жрицы. Либо что это, талисманы, амулеты, либо еще что-то. Может, это одежда какая-то интересная, специфическая. Или форма, девочки, что это? То есть, когда вы одета, вы в каком-то таком верховном статусе, да? А когда голая, вот у него главная цель, чтобы вы были полностью голая. Понимаете, тогда он может делать эти свои дела. Потому что когда вы в одежде, он это дела делать не может. Что это такое? Какой-то у вас меняется статус из-за этого. Интересно. Давайте еще глянем. Давайте глянем еще. Его чувства и планы на вас. Его чувства и планы на вас. Боже, девочки, он вас очень сильно хочет. О, видите, и пара выпала. Королева и король, девочки. Ну, он будет тыкать в вас, девочки, свою кожаную кость. Увы. Или к счастью. И, кстати, вот вы можете, знаете, подумать, у нас, например, какой-то игнор или еще чего-то нету. Ой, тут вот карты такие выпадают, они, девочки, интересные, знаете, подгулявшие такие. Это как чайный гриб подгулял, да, и ты потом опьянел от этой брашки, и не ожидала, да. То есть вот тут что-то бродит, у вас в отношениях что-то, девочки, бродит, и оно выстрелит, вы от этого опьянеете. Этот мужчина еще до вас доберется. Бывший это, настоящий, девочки, еще какой-нибудь, неважно, да. Вот я вам скажу, что он просочится к вам. Тут идет такое будущее, оно идет. То есть вы с ним все равно будете где-то видеться, встречаться, и какие-то интересные такие моменты будет, что он будет вас видеть голой. Вот. Даже если вы не в отношениях. Тут что-то сбудется, что именно этого мужчины касается. Оно как предрешено. Этого типа, я бы сказала, что вот это не изменить, оно все равно как-то будет. Вот такие дела, мои дорогие. Тут даже не сколько планы у этого мужчины на вас, сколько это планы какого-то проведения, да, что оно будет. Оно будет это вот все. И даже, я бы сказала, что этого можно даже не ожидать, девочки. Просто жить своей жизнью, но не ожидать этого, да. Но вот это будет что-то. С этим мужчиной связанное такое, когда вы будете голые. Вот как ни странно. Вот такие дела, мои котики дорогие. Ну все, мы уже разложили только на одну тему.
в прямом эфире, девочки. А будем гадать с вами, может и завтра тоже постримим с вами. Но хочется еще другие темы поснимать. Подписывайтесь, девочки, на мой второй канал, о главном называется «Серым котиком». Там много таких тем. И, кстати, чуть-чуть и про мужиков тоже есть. И про себя любимых, болталки всякие есть. Ну, все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. Хорошего вечера. Посмотрите, пожалуйста, фильм. Если кто-то любит такое, что-то такое интересное посмотреть, гурманское, фильм «Ветчина» 92 года с очень молодой Пенелопой Круз. Даже просто интересно на Пенелопу в молодости посмотреть. Там даже такие эротические темы, вот все, что сейчас в мире запрещено, да, там вот как-то открыто, и такое интересное ретро. Все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.